Друзья мои, всем привет! Меня зовут Тимофей, я живу 10 лет во Вьетнаме и хочу с вами поделиться действительно полезным опытом для всех путешественников, которые планируют поездку в эту потрясающую, удивительную страну. Я хочу рассказать вам топ-5 самых популярных локаций, которые действительно 100% нужно посетить во Вьетнаме. И 99% туристов упускают главное. Они даже не в курсе, что такие локации есть во Вьетнаме. Если вы посетите эти локации, я уверен, на 100% вы вдохновитесь и скажете: вау, это гораздо круче, чем просто пассивный отдых на пляже. Поэтому, друзья мои, топ-5 локаций, которые 100% нужно посетить во Вьетнаме. Поехали! Самая популярная локация. Это там, где Джеймс Кэмерон вдохновился этими пейзажами, чтобы снять фильм «Аватар». Снимались в этих локациях такие фильмы, как «Агент 007», «Кинг-Конг», «Парк юрского периода», один из последних фильмов. Эти декорации тоже можно увидеть. То есть это не просто декорация, это настоящее произведение искусства, которое создала природа. Это бухта Халонг, архипелаг из 3000 островов. И чтобы окунуться в эту атмосферу этой бухты, надо туда отправиться, круиз минимум на сутки. Представьте, вы отправляетесь в путешествие на корабле в 5-звездочном номере, приблизительно такие же условия, которые у вас в отеле. У вас есть большая кровать, душевая, диван, телевизор, кондиционер. Есть балкон, где целых 38 часов вы будете путешествовать вдоль всех этих красивых островов, а каждый остров, он по-своему выделяется и красотой, и звуками. На каждом острове прям очень много издаются звуков цикад или каких-то насекомых, и каждый остров громче другого. И вы едете в круизе, которые периодически останавливаются на какие-то активити. У вас есть там рыбалка, прогулки на байдарках, по гротам, или просто поплавать в бухте Халонг. То есть множество интересных активити. Также происходят вечеринки, ужины, мастер-класс традиционной еды на самом круизе. Чтобы полностью окунуться в атмосферу этой природы, предлагаю остаться минимум на сутки на острове Катба. Это самый большой остров из всех этих архипелагов островов Халонга, где располагается около 3000 островов. И вот самый населенный, там есть 2 острова, и самый большой из них Катба. Вот на нем прям стоит высадиться и провести там несколько ночей. Там множество трекинговых походов в горы, интересная природа, очень насыщенная природа. Есть обезьяны, змеи, попугаи, есть все, что вы прям боитесь, и при этом очень сильно любите. И там же находятся пещеры, гроты и потрясающие виды на все вот эти вот острова. Открываются красивые пейзажи. Ну и, конечно же, атмосфера этого острова, она поражает. И, кстати, самое лучшее время для посещения Халонг-бухты — это зимний период. Именно зимой с конца октября до конца марта. Это идеальное время для посещения этой локации. Будет синее небо, минимализированное количество наводнений, дождей и так далее. В основном тайфуны проходят в летний период Халонг-бухте, поэтому если вы хотите посетить именно архипелаг Халонга, лучше всего это делать в зимний период. И вот, например, вы приехали отдыхать на остров Фукок и хотите отправиться в Халонг-бухту. Да, это все возможно, но еще раз, что если вы получили визу, ту, которую вам поставили прямо на входе на границе в аэропорту, она не дает вам возможности выходить на территорию континента Вьетнама. Поэтому лучше зайти, у меня в описании добавлена ссылка, где можно оформить Е-визу многоразовую. Вот если вы оформите Е-визу, тогда вы можете выходить на территорию континента Вьетнама и путешествовать по самым красивым локациям этой страны. Перелет из Фукока до Ханоя 2 часа, 1:45, если быть точным. Во-вторых, прямо из аэропорта из Ханоя каждые полчаса курсируют микроавтобусы, автобусы, которые могут вас отвезти максимум 2,5 часа, 3 часа, и вы уже будете в Халонге. Поэтому, если вот в 8 утра вы вылетаете, вы уже в час дня обедаете в Халонге. Как бы не так уж и много и времени, согласитесь. Поэтому, друзья мои, бухта Халонг на первом месте. Обязательно эту локацию надо посетить, если вы хотите, чтобы у вас вот так вау! Блин, как это красиво! Почему я реально сюда не приезжал? Вот подобно такие эмоции испытать. В Халонг-бухту надо ехать. Это экскурсия на первом месте.
Вторая локация, которую прям must-have нужно посетить, если вы любитель истории и любитель прям удивительной эксклюзивной природы, друзья мои, это Нинбинь. Это Халонг-бухта, только на суше. Вместо моря там находятся рисовые поля, и это безумно завораживающие картины. И там же очень идентичный Вьетнам, очень много деревушек. Во-вторых, нету дорог, вам нужно будет ходить все время пешком по этим тропам, либо взять велосипед. Практически в любом отеле сдаются в аренду велосипеды, по-моему, даже бесплатно, если вы остаетесь где-то с ночевкой. Берете велосипед и на велосипеде путешествуете по всем этим деревням. И это прям большой восторг. Мы так сделали, провели там 3 ночи, мы кайфанули, мы хотели там еще больше остаться, потому что природа действительно завораживающая. Представляете, когда вы плывете на Халонге в круизе, и вы видите все эти острова, до которых хочется дотронуться, на каждый хочется выйти, посмотреть, что это за такие классные, интересные острова. Вот там вам не надо плавать, вы там на велосипеде катаетесь по всем этим пейзажам, и можете к любой горе подойти, подняться, там тем более есть трекинги на гору, откуда открываются потрясающие виды и храмы на горе. А также в Нинбине находится первая столица Вьетнама, и туда стоит действительно отправиться, посетить, там чувствуется атмосфера того древнего Дай-Вьета, и возьмите там обязательно экскурсию, узнаете, как там образовалась эта вообще первая столица, и это очень интересно, если вы любитель истории. Ну и, конечно же, это место славится своими местными жителями, которые имеют талант очень удивительной гребли. Они гребут веслами так, как нигде в мире этим так не делают. Они гребут ногами, представляете? И поэтому отправитесь обязательно на экскурсию по местным гротам. Вы сядете на лодочку, где какая-то бабушка или какой-то вьетнамец расставит свои ноги и покажет вам самые красивые достопримечательности Нинбиня, и это действительно будет эксклюзивно и захватывающе. Поэтому, друзья мои, Нинбинь обязательно из локаций, которые нужно посетить. Например, вы хотите увидеть Халонг, но вы не знаю, у вас морская болезнь укачивает на воде. Пожалуйста, отправляйтесь в Нинбинь. Это тот же самый Халонг, только без моря, на суше. Нинбинь, запомнили, первая столица Вьетнама. Если все понятно, поставили лайк. На третьем месте самые большие пещеры в мире — Фонгня-Ки Банг. Это тот же самый Халонг на суше, только плюс еще с масштабными пещерами. И в доступе есть открытые пещеры, куда можно отправиться практически в любое время в течение дня. Самое лучшее время для посещения этих локаций — это лето. Нинбинь также лучше посещать летом, если вы отдыхаете в Дананге. Это прям рядышком, всего 3-4 часа от Дананга. Прямым рейсом на автобусе или на поезде, и вы будете уже в этих локациях. Поэтому пещеры Фонгня-Ки Банг. Если вы хотите увидеть сталактиты, которым миллионы лет, и они таких приличных масштабов, впечатляющих, это прям вот туда нужно отправляться. Там сталактиты, сталагниты. И в этом же месте Фонгня-Ки Банг находится самая большая пещера в мире — Шондом. И чтобы посетить эту локацию, надо зарегистрироваться заранее, стать в очередь, так чтобы у вас здоровье позволяло, опыт позволял. Под землей совершенно своя флора и фауна, которые нигде не встречаются больше других локаций на нашей планете. Фонгня-Ки Банг — это действительно эксклюзивное место для настоящих искателей эксклюзивной природы. Поэтому Фонгня-Ки Банг must-have для любителей пещер. А также в этом регионе находится много развлекательных площадок, такие как скалолазание, полазить, понырять, попрыгать, зиплайны. Вот в этом месте это прям очень популярные развлечения, и мне очень понравилось. И, может быть, и вам понравится, если вы любитель активного отдыха. На 4-м месте, недалеко от Халонга, всего за 2 часа можно доехать на машине, на такси или на автобусе, это водопад Бан-Дзёк. Это один из самых красивых водопадов в мире. Это 3-ступенчатый такой каскад, мощный водопад, возле которого можно проплыться на плоту, на лодочке, можно поплавать, но лучше всего остаться там с ночевкой. Прямо напротив этих водопадов есть аутентичные отельчики, виллы, где можно снять недорого, в районе $20, отличные апартаменты с видом на этот водопад.
И вот ночью, когда все потемнеет, эти водопады подсвечиваются лампами, эти лампы меняют цвета, и водопад приобретает новые краски природы. Это действительно завораживает. Если вы любитель водопадов, вот вам туда надо съездить обязательно. И завершающая, пятое, вот прям обязательно, я влюбился в это место. Я, если честно, все те локации, которые я вам рассказал, я хочу еще 10 раз их посетить. Но вот Сапа, друзья мои, это самый интересный Вьетнам. Если вы прям действительно ищете инста-локации, сделать красивые, креативные, яркие фотографии, это Сапа. Это горы меньшинств, это самые красивые горы в мире. Это, представляете, горы, где просто из гор сделали рисовые террасы. Эти пейзажи очень сильно впечатляют. И вот это место славится не только этими горами, не только меньшинствами, народами, которые там можно встретить, которые далеко не говорят по-вьетнамски, как народы хмонги, дао, зяо, тяо и много других, и каждый отличается своей культурой, кто-то носит свои вышиванки, кто-то делает дома на сваях, короче, прям настоящий большой музей культур. Но вот самая интересная локация в Сапе — это гора Фансипан, самая высокая локация во Вьетнаме, 3143 метра над уровнем моря. Это единственное место, где зимой эту гору покрывает снегом. И добраться из Сапы можно всего лишь за 15 минут на фуникулере. Цена на фуникулер стоит в районе миллиона. Миллион стоит, это плюс теми вагончиками, если вы совсем не хотите идти пешком. То есть вас довезут на фуникулере, потом там надо еще 80 метров подняться на гору. Если даже такая дистанция для вас будет очень тяжелая, но она действительно очень крутая, надо подниматься по ступенькам наверх. Можно дополнительно еще за 120 донгов оплатить вагончик, где вас быстренько за пару минут поднимет прямо на самую вершину горы. Оттуда открывается потрясающий вид, если вам повезет и не будет облачно. У меня было облачно, и всего на пару минут где-то облака разошлись и показали с горы снизу. Но потом все обратно это закрылось в молочной дымке, и ничего не было видно, равносильно как будто стояли в облаках. И тяжело было открывать глаза на вершине, потому что, представляете, вот все вот эти вот капельки воды, которые нас окружают, они отражают этот свет. Он, конечно, такой не очень приятный, но в целом все поглощающий, поэтому надо одевать солнечные очки, чтобы было комфортно рассматривать те достопримечательности, которые есть наверху. Но еще раз, если вы находитесь в облаках, рассматривать нечего, но атмосфера, энергия на этой локации действительно она будет ощутима, потому что, во-первых, там находятся храмы, и пообщавшись с местными монахами, они рассказывают, что столетиями, веками сюда приходили паломники, буддисты, и чувствуется энергия, что вот прям место силы. Вот если вы ищете места силы, Фансипан — это прям must-have, который обязательно нужно посетить во Вьетнаме. Эта локация находится на границе с Китаем, на самом севере, в горах, 320 километров от Ханоя. Тоже та же самая история. 3 рейса из любого туристического региона летают в Ханой. Если вы вылетаете в 7 утра, вы в 9, в 10, если не происходит делей, задержек, вы приезжаете в 10 утра. Бронируйте себе автобус. Где забронировать автобус? Я оставил ссылку в описании этого приложения. Скачайте себе на телефон. Там просто прям из аэропорта Ханой в любую достопримечательность, в Нимбинь, Фонгняки Банк, Халонг или Сапа или водопад Баунзёк, есть трансферы, которые ездят прям каждый час, каждые полчаса вы можете забронировать, чтобы не гадать со временем, будет ли задержка или не будет. Задержки достаточно часто происходят на местных авиалиниях, особенно на компании VietJet, если вы не уверены в том, что самолет вылетит вовремя, поэтому можно оплатить и зарегистрировать, купить билет на автобус прям тогда, когда вы прилетели прям в Ханой. Вот прям приземлились, купили билет, через час выезжаете, как раз вышли из самолета, выпили кофе, булочку скушали и отправились на автобусе в Сапу. Еще раз, дольше всего ехать до Сапы, туда ехать 6 часов на автобусе. Едете вы в Слибасе, достаточно комфортные условия, если вы не больших размеров, не знаю, я 1,90 м, мне не очень комфортно. Ну, еще раз, это комфортнее, чем ехать сидя. То есть легли, есть Wi-Fi, есть водичка,
Можно вздремнуть, поспать, отдохнуть, посмотреть фильм, посмотреть передачу, выложить какой-то сторис или снять же видео про этот автобус. Он интересный достаточно как бы для нашей культуры. У нас таких автобусов нету, слибасов, где есть в автобусе туалет, есть можно полежать, есть телевизор, есть интернет и в целом очень комфортный трансфер. Если вы вылетаете в 8 утра из Начанга или из Фукуока, то 2 часа вы будете находиться в самолете. Прилетаете в 10, в 11, садитесь на автобус, и уже после обеда, 6 часов, вы в 5 часов вечера будете в Сапе, поэтому это не так долго. Дорога интересная, дорога красивая, все пройдет максимально быстро. Пробуйте, действительно, потому что если вы не посетили эти локации, вы не увидели Вьетнама настоящего. Все, что вот это вы увидели, бутафорные парки, это сделано для вашей инстаг-фотографии. Но самый красивый Вьетнам открывается именно на севере, на границе с Китаем. Друзья мои, если это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!